Приветствую вас на канале про кино. Здесь мы говорим только про те проекты, которые достойны вашего внимания. И если ты еще не подписался на наш канал, то знаешь, что ты должен сделать. На пороге июля со своими жаркими днями. В период дневного пекла самое время насладиться хорошим фильмом. Традиционно презентуем наиболее интересные новинки наступающего месяца в не менее традиционном формате. К вашему вниманию информация о самых интересных фильмах, которые выйдут в прокат в июле 2024 года. Так что поехали! А открывает наш сегодняшний дайджест очередная часть мегапопулярного проекта «Гадкий я». Все мы помним, что у главных героев Грю и Люси есть дочери Марго, Эдит и Агнес. Но нас ждет неожиданное появление еще одного ребенка, сына Грю-младшего. Злодейства заботливого папы остались в прошлом. Это тот редкий случай, когда семейная жизнь изменила Грю в лучшую сторону. Но спокойная жизнь заканчивается, когда из тюрьмы сбегают давние враги – Максим Лемаль и его подруга Валентина. И наш главный герой вынужден оберегать свое семейство от преследователей. «Гадкий я 4» – анимационная комедия, которая является продолжением третьей части 2017 года и шестым фильмом франшизы «Гадкий я». Режиссером выступил Крис Рено, воплотивший в жизнь все 6 фильмов франшизы. Напомню, что 2 части мультфильма «Тайная жизнь домашних животных» тоже дело его рук. Он также принимал участие в создании мультфильмов «Роботы», «Ледниковый период» и «Зверопой». Ждать премьеры осталось недолго, ибо она состоится в кинотеатрах уже 3 июля этого года. Любительница тусовок Тиффани Симпсон живет вполне обычной жизнью. Она всегда мечтала побывать в космосе, но она работает в местном пабе и пока далека от желанных звезд. Однажды ей приходит идея отправить неправдоподобное резюме в организацию НАСА. В результате махинаций Тиффани оказывается в числе кандидатов и проходит курс подготовки. Успеет ли Тиффани воплотить свою давнюю мечту в жизнь, прежде чем обнаружится ее обман? «Космический кадет» – комедийный фильм режиссера Лиз Ви Гарсия. О ней пока мало что известно, а вот актерский состав наоборот яркий. Эмма Робертс, среди заметных работ которой фильмы «Оторва» и «Крик 4», а также сериал «Американская история ужасов». Эмма принадлежит актерскому клану Робертсов, а именно она дочь Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс. С ней же на экране мы увидим и Тома Хоппера, получившего номинацию за роль Дика Таррелли в сериале «Игра престолов» на премию гильдии киноактеров США. Так что на этот фильм нужно обратить внимание. Премьера состоится на Prime Video 4 июля, и это произойдет в любую погоду. Лучшие агенты ФБР и полиция ведут охоту на серийного убийцу. Известно уже о 11 жертвах маньяка, получившего прозвище «Собиратель костей». Объектами жестоких убийств становятся исключительно женщины. Детективу Ортега удается взять след, но после этого пропадает его племянница. Дело становится еще более опасным. Теперь под подозрение попадает каждый, кто имеет доступ к расследованию. Возможно, убийца на самом деле один из офицеров полиции? «Кладбище» – криминальный триллер, основанный на реальных событиях, произошедших в Эстмосе. Возглавил актерскую команду оскароносный Мел Гибсон. Поклонники «Безумного Макса» помнят его по первым 3 частям, где Мел великолепно сыграл главную роль. А его фильмы «Патриот» и «Храброе сердце», где он не только сыграл главные роли, но и выступил в качестве режиссера, стали хитами проката. Также на экране мы увидим и 50 Цента, и Николаса Кейджа. А это уже заявка на победу в прокате. Фильм был выпущен в некоторых кинотеатрах США 5 июня 2024 года, а теперь 2 июля он будет доступен по запросу на медиасервисах. События этой истории разворачиваются в далеком 1968 году. Соперничество между Советским Союзом и Соединенными Штатами в самом разгаре. Американцы решили опередить Советы в высадке на лунную поверхность. Все силы были брошены на знаменитый проект Аполлон-11. Для подстраховки Келли Джонс поручена тайная миссия – снять в павильоне и смонтировать фейковый фильм о высадке экипажа на земной спутник. Это на тот случай, если вдруг миссия Аполлон-11 окажется провальной. «Полет на Луну» – романтическая комедия режиссера Грета Берланти. И опять же, если режиссер малоизвестный зрителю своими работами, то актерский состав впечатляет. Самая кассовая кинозвезда всех времен Скарлетт Йоханссон. Многие помнят ее по фильму Люка Бессона «Люси». Ченнинг Татум, фильмы с его участием «Мачо и Ботан» и «Орел 9-го легиона» хорошо известны широкому зрителю. Ну и, конечно же, Вуди Харрельсон, известный нам по сериалу «Настоящий детектив» и серии фильмов «Голодные игры». Начало проката в кинотеатрах запланировано на 12 июля 2024 года. Позднее фильм выйдет на Apple TV+. Фланнери О'Коннор – молодая писательница и верная католичка. С юных лет ее любимым развлечением было чтение книг. Пришло время, когда она решила написать свой первый роман. Но где найти для своей идеи сюжет? В работе над книгой Фланнери теряет грань между реальностью и своим воображением. «Дикая кошка» – биографический драматический фильм, снятый номинантом на премию «Оскар» Итаном Хоуком. Мы знаем Итана как актера по многим его прекрасным ролям. Но не всем известно, что у него есть и режиссерские работы. Фильм нам расскажет об американской писательнице Фланнери О'Коннор и судьбе ее первого романа. Титульную роль исполнила Майя Хоук.
известная по фильмам «Однажды в Голливуде» и сериалу «Очень странные дела». Также в фильме снялись номинантка на премию «Оскар» Лора Линни, запомнившаяся многим зрителям по великолепному сериалу «Озарк», и Лиам Нисон, увековечивший себя ролью Шиндлера в мировом шедевре Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Фильм выходит в широкий прокат 12 июля. Бывший агент ЦРУ Джей Джей женился на женщине, которая воспитывает 14-летнюю дочь Софи. Девочка поет в школьном хоре. Участники певчего коллектива отправляются в поездку в Италию. Там им предстоит выступить перед самим Папой Римским. Софи уговаривает Джей Джея сопровождать их группу в путешествии. Однако во время поездки группа попадает в эпицентр международного террористического заговора. Джей Джею снова придется решать возникшую проблему. «Мой шпион. Вечный город» – шпионская комедия режиссера Питера Сигала и является продолжением фильма «Мой шпион» 2020 года. Главные роли вновь исполнили фактурный Дэйв Батиста, которого мы недавно видели в масштабном блокбастере «Дюна». Совсем еще юная Хлоя Колман, начавшая свою карьеру в сериале HBO «Большая маленькая ложь», харизматичная Кристиан Шаал, запомнившийся многим зрителям по сериалу «Последний человек на земле», и Кен Джонг, получивший широкую известность благодаря роли Лэйси Чоу в сериале «Похмелье». Ждем премьеры фильма на Amazon Prime Video 18 июля этого года. Кейт Купер – бывшая охотница за штормами. В годы учебы в колледже она столкнулась с невероятной мощью разрушительного торнадо. С тех пор она изучает характер этого природного явления, но делает это в офисе через экраны мониторов. Ее друг Хави заманивает на открытые просторы, чтобы протестировать новую систему наблюдения. По мере усиления сезона штормов возникают новые природные явления. Команда охотников за торнадо оказывается в эпицентре группы штормовых систем, сходящихся над центральной Оклахомой. «Смерч 2» – фильм катастрофы режиссера Ли Айзека Чуна. Он работал в режиссерской команде сериалов «Мандалорец» и «Звездные войны. Команда скелетов». И вот теперь ему доверили снять сиквел фильма «Смерч» 1996 года. В основу сюжета лег рассказ Джозефа Косински. В фильме снялись Глен Пауэлл, известный нам по роли Чеда Редуэлла в сериале «Королевы Крика», и Дейзи Эдгар Джонс, получившая известность после главной роли в ирландском мини-сериале «Нормальные люди». Премьера фильма запланирована на 19 июля 2024 года. Дэдпул и Росомаха. Это супергеройский фильм, основанный на одноименном персонаже комиксов Marvel и продолжение фильмов Дэдпул 2016 и Дэдпул 2 2018 года. Помимо прежней актерской команды, в этой истории всплывут и новые старые персонажи. И прежде всего это Росомаха в привычном исполнении Хью Джекмана. Режиссером этого проекта выступил Шон Леви, снявший все 3 ночи в музее. В этот раз раздолбайский Дэдпул будет изменять историю кинематографической вселенной Marvel на свой лад. Первый Дэдпул весьма удачно выступил в прокате. Фильм заработал чуть меньше 800 миллионов, что превысило бюджет фильма в 13 раз. Как говорится, куй железо, не отходя от кассы, и уже через 2 года мир увидел вторую часть. Она была не менее успешной и собрала в прокате те же неполные 800 миллионов долларов. Фильм «Дэдпул и Росомаха» ожидается в прокате 25 июля 2024 года. Он станет частью 5-й фазы кинематографической вселенной Marvel. Прошу не путать с 4-й. Ну что, у меня на сегодня все. Такими будут самые интересные премьеры фильмов июля 2024 года. Мы и дальше будем держать вас в курсе событий. А для того, чтобы не пропустить, ты, мой друг, не забудь на нас подписаться. В качестве бонуса мы предоставляем тебе возможность поставить лайк и написать свой комментарий. Ну а тем, кому и этого мало, мы предлагаем стать нашим спонсором. Для этого найди ссылку под видео или на главной странице нашего канала. До скорых встреч, всем пока-пока, услышимся!